Вот, дошли до конца ряда. Вот у нас перед, это у нас спинка. Начало ряда у нас находится на спинной части после погона. Теперь, друзья, здесь мы будем отделять петли погона и здесь будем оформлять планки. Для планки я планирую 8 петель. Здесь одна петля уже будет вот эта петля. Еще здесь добавим 7 петель. Добавление петель осуществляем отдельно, набирая петель простым способом. И эти петли будем провязывать. Поворачиваем нашу работу. 8 петель планки провяжем платочной вязкой. Значит, и на лицевой стороне, и на изнаночной стороне эти петли вяжутся лицевыми петлями. Вяжем только петли планки. Поворачиваем нашу работу. Мы опять на изнаночной стороне провяжем 7 петель и последнюю 8-ю петлю и следующую петлю мы провяжем вместе лицевой петлей. Поворачиваем нашу работу. Видите, здесь мы сократили одну петлю. Продолжим вязание. Опять мы на изнаночной стороне вяжем 7 петель, 8-ю петлю и следующую петлю провяжем вместе лицевой петлей. Поворачиваем нашу работу. Продолжим вязание. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Нить у нас будет вот так вот. Обхватывает эту петельку, первую петельку. Поворачиваем нашу работу. Мы на изнаночной стороне вяжем 7 петель и последнюю 8-ю петлю
И с этой стороны первую петлю провяжем вместе лицевой петлей. Поворачиваем нашу работу. Продолжим вязание. Мы опять на изнаночной стороне. Как вязать, знаете. Повторяем процедуру. 7 петель провяжем лицевыми петлями. И последнюю 8 и следующую петлю погона будем провязывать вместе лицевой петлей. Потом поворачиваем нашу работу. Вот таким образом, друзья, эту процедуру мы будем повторять, пока не будем доходить до конца петли погона. Вот сюда. Вяжите сами самостоятельно. Мы с вами увидимся, когда будем сократить последнюю петлю погона. Вот, друзья, мы одну сторону планка закончили. Теперь, друзья, точно такую же планку мы начнем с правой стороны плечи. Для этого здесь отрезаем нить. И правой стороне планки тоже начнем со спинной части. Вот здесь. Для этого, друзья, все эти петли переда и петли плечи проводим на эту спицу. Эта нить у нас пока так останется. Мы потом ее закрепим. Последняя петелька останется. Здесь тоже начнем свою манипуляцию оформления планки. Здесь подкрепим рабочую нить. Добавим 7 петель. Поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, 8 петель для планки в области плечи. И здесь то же самое повторяем эту процедуру. Каждым разом, когда на лицевой стороне вяжем, доходим до петли плечи, мы здесь будем провязывать 2 петли вместе. Вот эта последняя 8-я петля и следующая петля плечки. Здесь сперва поправим петельку, провяжем вместе. Поворачиваем нашу работу. Здесь обратите внимание, друзья. Нить вот так проводим. И первую петлю планки обязательно провяжем лицевой петлей. И продолжим наше вязание. Мы на лицевой стороне. И 8-ю петлю планки и следующие петли плечки провяжем вместе. Поворачиваем нашу работу. И здесь не забудьте первую петлю провязывать лицевой петлей. Восьмую петлю и петлю плечки переправим, перепоставим и провяжем их вместе лицевой петлей. Поворачиваем нашу работу. Нить проводим за спицей и обязательно первую петлю планки провяжем лицевой петлей. И продолжим наше вязание. Вот, друзья, таким образом здесь тоже
оформляем планку. Дальше провяжите сами самостоятельно. И мы с вами увидимся, когда будем сокращать последнюю петлю плечики. Вот, друзья, на правой стороне тоже закончили эту манипуляцию. Теперь, друзья, продолжим наше вязание. Вяжется нечетный ряд узора. Обращайте внимание, на каком ряду вы по схеме узора. И продолжите узор. И с этой стороны будем добавлять эти планки и вяжем ряд до конца. Вот, друзья, дошли до конца ряда по переду. И здесь оставляем вот эту рабочую нить, друзья. Вот, друзья, с обеих сторон мы начали планки для проймы. И заодно здесь мы разделили перед со спинкой. Теперь, друзья, будем вязать перед отдельно и спинку отдельно. Вот перед мы сейчас провязали до конца. Оставляем рабочую нить и с этого края, с левого края, начнем вязать спинку. Будем взять отдельную рабочую нить. И начнем, друзья, с планки. Желтую нитку, когда вот так поворачиваете, здесь вот видно головки петли. Вот эти головки петли поднимем. И мы здесь должны поднять 8 петель. Начинаем вязать со второй пряжи. И последнюю петлю, вот видите, вот в таком виде, то мы провяжем скрещенную петлю. И продолжим наше вязание. Вяжем петли спинки. Провяжите до сюда, друзья. Здесь я покажу, как мы будем добавлять петли в области планки. Вот дошли до петли планки. Здесь тоже поднимем петли, друзья. Вот видно головки петли. Здесь тоже поднимем 8 петель. Продолжим вязание. Вот видите, здесь тоже первая петля, вот такая дырочка становится, поэтому эту петлику вяжем скрещенной лицевой петлей. Поворачиваем нашу работу. Теперь мы на изнаночной стороне. Петли планки отделяем с маркировкой. И остальные все петли спинки вяжем по рисунку. И на этой стороне тоже 8 петель планки отделяем маркировкой. И на изнаночной стороне провяжем все петли спинки. Здесь оставляем нить. И на изнаночной стороне начинаем вязать перед с пряжей переда.
и провяжем на изнаночной стороне до конца ряда. Поворачиваем и начнем вязать на лицевой стороне. Дошли до конца ряда по переду, переходим на спинку. И обязательно не забудем поменять нить. Вот таким образом, друзья, теперь наше вязание идет поворотными рядами. Вот так пошли с правой стороны до правой стороны спинки, потом обратно на изнаночной стороне до конца ряда переда. И вот таким образом мы будем вязать поворотными рядами. Только здесь мы будем поменять нить. Это нам дает, друзья, что перед и спинка вяжутся в одинаковом размере. По отдельности вязать, потом сидеть, посчитать ряды нам не придется. Вот, друзья, мы связали жилетку до такой величины. Заканчиваем планки в области проймы. Длину пройму планировала 21-22 сантиметров. И мы, когда достигнем на эту длину, то мы будем измерять вот отсюда, с плечики. И немножко тянем нашу пройму, потому что она связана платочной вязкой, и она будет резинкой. И вот у нас 21 сантиметров длины. И в моем случае это для меня достаточно. Еще, друзья, хочу сказать, чтобы корректировать размер безрукавочку, я здесь добавила 2 петли через ряд. И по переду, и на спинке. Теперь, друзья, мы будем соединить петли переда с петлей спинки. Здесь будем закруглять нашу пройму. В начале ряда у меня здесь было, на лицевой стороне провязала все петли переда и вот дошла до левой проймы. Теперь мы здесь присоединим и будем оформлять планку подмышечной области. Рабочая нить, которую мы связали спинку, отрезаем. Когда дойдем до петли планки, перед маркировкой берем накид и продолжим петли планки. Как всегда, вяжем лицевыми петлями. И последнюю петлю этой планки переда и первую петлю планки спинки будем провязывать вместе изнаночной петлей. А эту нить, которую мы оставляли на спинке, мы подкрепим. Продолжим вязание планки спинки. После маркировки здесь тоже берем накид. Продолжим наше вязание. Доходим до этой планочки правой стороны. Здесь тоже ту же самую процедуру повторяем. И вязание наше пойдет теперь по кругу. Делаем круг. И доходим до этой планки. И мы с вами увидимся. Я вам покажу, как мы вяжем здесь. А вот дошли до пятой планки. И здесь у нас счетный ряд. В этом счетном ряду добавленные накиды возле планки провяжем лицевой скрещенной петлей. Петли планки провяжем изнаночными петлями. Накид тоже провяжем лицевой скрещенной петлей. И продолжим наше вязание. Начинаются петли спинки, друзья.
Вот изнаночная петля по узору резинки 6 на 1. Потом идет 6 лицевые петли. А вот это, которые добавленные петли, в следующий раз будем провязывать изнаночными петлями. И эта петля постоянно потом пойдет изнаночной петлей, продолжая нашу резинку. И вот таким образом, друзья, как и здесь я вам показала, будете провязывать петли и на той стороне планки здесь. Сделайте круг, и мы с вами увидимся. Вот, друзья, сделали круг. Дошли до этой планки, до маркировки. Добавим накид. Провязываем 6 петель лицевыми петлями. И теперь последняя петля планки переда, центральная петля, третью петлю, которая начало петля спинки, 3 петли провяжем вместе изнаночной петлей. И продолжим наше вязание. После планки добавим накид. Эту петлю мы провяжем изнаночной петлей. И продолжим наше вязание. Точно такую процедуру мы повторяем на той стороне планки. И вот таким образом, друзья, в каждом нечетном ряду мы вяжем до маркировки, после маркировки накид. Центральные 3 петли будем провязывать вместе. И с этим мы будем здесь сокращать по одной петле. И здесь будем добавлять по одной петле. И когда мы закончим оформление проймы, здесь у нас добавится 8 петель. И все петли планки будем сокращать.